Питбулю Мерил было всего 3 года, когда бывший хозяин предал ее и сдал в приют города Сан-Франциско. При осмотре ветеринарами было установлено, что собака использовалась для разведения щенков, но заболела и иметь детей больше не могла. Владелец решил, что Мерил стала обузой и попросту бросил ее в приюте. Болезнь была опасна, и ветеринары сразу стали готовить Мерил к операции. В этот же момент в приют попал маленький чихуахуа по имени Така, которому было 8 лет. Его точно так же, как и Мерил, предали владельцы. При этом врачи выяснили, что в отличие от питбуля у Така никаких проблем со здоровьем нет, он просто надоел своим хозяевам, и они цинично от него избавились. Так как места в приюте было мало из-за других постояльцев, Меррил и Така определили в один вольер. Волонтеры опасались, что питбуль может быть агрессивным по отношению к чихуахуа, но на удивление собаки поладили. Мало того, они стали самыми близкими друзьями, и с тех пор все делали только вместе, спали в обнимку, ели из одной миски, гуляли и играли. Настал день операции для Мерил, но как только врачи начали вытаскивать ее из вольера, на ее защиту встал маленький Така. Чихуахуа так громко лаял и скулил, что на операцию питбуля пришлось взять и его. Конечно, Така не позволили забраться на операционный стол, но он внимательно следил за действиями врачей с табуретки, не отходя от спящей Мерил ни на шаг. После такой серьезной операции Мерил испытывала сильнейшие боли, но Така прижимался к ней и тихонько поскуливал, как будто успокаивая. По словам волонтеров и работников приюта, эти действия Така действительно помогли. Постепенно Меррил полностью восстановилась и боль отступила, правда, детей у нее больше быть не могло, питбуля пришлось стерилизовать, чтобы спасти ей жизнь. Активисты принялись искать новых владельцев для обеих собак. В этот момент в приют приехал мужчина. Он давно жил один, и ему хотелось обрести четвероногого друга. Как только он увидел красивую и грациозную Мерил, мужчина сразу захотел забрать ее. Вот только была загвоздка, Мерил отказывалась выходить из вольера и упиралась всеми лапами, в то время как маленький Така громко скулил. Сотрудники приюта лишь развели руками, но мужчина понял, что нужно сделать, он просто решил, что заберет обоих друзей, раз они неразлучны. Работники приюта даже прослезились, когда оформляли документы, видя, как Мерил и Така сидят, прижавшись друг к другу. Так, друзья отправились в свой новый дом в город Сан-Хосе. Все шло прекрасно, мужчина радовался своим новым друзьям, а собаки буквально обожали его. Но начались проблемы со здоровьем у маленького Така. Мужчина отвез его к ветеринару, и в ходе обследования выяснилось, что у чихуахуа начали выпадать зубы. Вдобавок у Така начала скапливаться жидкость вокруг легких и наблюдались шумы в сердце. По словам врача, эти заболевания возникли от старости, ведь на тот момент Така было уже 12 лет. Так ослабел на глазах и больше не мог бегать самостоятельно, но хозяин всегда выносил его на лужайку на руках, чтобы малыш Така мог хотя бы полежать рядом со своей подругой Мерил, которая тоже сильно переживала за него. Через год Така скончался, и это стало страшным ударом для Мерил. Она несколько дней отказывалась от еды и воды и даже не вставала со своего одеяла, которое она делила с Така. Постепенно боль утраты прошла, и питбулька потихоньку начала кушать и гулять. Теперь, когда ее лучшего друга не стало, собака всю свою любовь направила на своего хозяина.
Мужчина же, как мог, поддерживал Меррил, понимая, что ей тяжело, и у него получилось. Меррил превратилась в большую жизнерадостную собаку, которая обожает бегать и играть. А может, ей стоило усыновить котенка, как это сделал другой питбуль. Вот такая, немного грустная история дружбы двух совсем не похожих собак. А как ваши питомцы ведут себя в отношении друг друга?